Все когда-нибудь использовали команды Майнкрафта? А что если воспользоваться чатом GPT и создать свою уникальную команду Майнкрафта? Ну а с вами Лэй, и мы начинаем. Итак, я думаю, все прекрасно знают вот этот вот командный блок. И то, что в него можно вписывать просто различную кучу команд. То есть буквально все, что угодно. Ну и давайте попросим чат GPT создать команду для Майнкрафта. Так что да, у этой команды будут также еще 3 критерия. Она должна работать, при этом я не должен ее знать, и она должна меня еще удивить. Так что узнаем, какая самая прикольная будет команда. Отправляем это сообщение чату GPT. Ё-моё, GPT, ты что-то прям много понаписал. Это команда, которая может тебя удивить. Она создает летающий блок, который можно использовать для интересных трюков. Как это работает? Эта команда создает невидимую стойку для брони, которая держит в качестве головы каменный блок или любой другой блок, который ты укажешь. 2. У стойки отключена гравитация, поэтому она будет висеть в воздухе. 3. Чтобы заставить блок двигаться, добавь второй командный блок с такой командой. Итак, ребят, у нас есть первая команда, и давайте мы поставим командный блок и вставим сюда эту команду. Если честно, команда выглядит, ну, немножечко странно. Давайте мы ставим сюда рычаг и запускаем эту команду. И стойка для брони создана. Что такое? Не понял. Ну и пока что она работает, но особо меня не удивляет. Так, давайте сразу поставим вторую команду, которую он нам дал. И давайте... И сразу же мы ее используем. Стойка для брони телепортировалась... Куда она телепортировалась? Вы чё? Если что, ребят, те команды, которые он сейчас написал, мы засчитываем как одну, потому что, судя по всему, как я понял, одно без другого не очень работает. Если честно, пока что я могу поставить плюсик только за то, что это работает. Так ладно, ставим еще один, и здесь есть какая-то штука, дополнительные улучшения. Типа с помощью них можно будет управлять как-то так. Без понятия, как это должно работать, но это не работает, ребят. Я просто поставлю плюс за то, что я не знал эту команду, и поставлю всего лишь 1 балл за то, что она меня удивила. Ну а мы возвращаемся в чат GPT и еще раз кидаем эту же команду. Только в этот раз впишем в скобках одну команду, потому что, ну, потому что сейчас он скинул сразу 4, и как-то 4 команды оценивать как одну, ну, как-то нечестно. Поэтому всего лишь одну команду и ждем. Так, ребят, он нам скинул аж 2 варианта, но это меня больше интересует. Так, ладно, давайте выберем первый вариант и нажмем «Прослушать». Вот команда, которая удивит своей креативностью. Она создаст огромный летающий шар молнии, движущийся за игроком. Как это работает? 1. Команда создает облако эффектов, имитирующее молнию с помощью частиц. 2. Оно привязано к невидимой стойке для брони, которая движется без гравитации. 3. Облако становится визуальным шаром. Если честно, эта команда меня уже удивила. Так что давайте мы ставим командный блок, вставляем в него вот эту странную команду, и она должна создать сущность облака эффектов создана. Окей, давай мы это уберем. И что это за странная фигня? Так, у нас есть еще одна команда, поэтому вставляем ее. И так, нужен цикличный, и эта странная фигня не преследует меня. Или преследует? Эта странная фигня не преследует меня, ребят. А как она должна... Ребята, я не понял, а как она должна, ну, типа, работать? Она должна преследовать ближайшего игрока. Но она не преследует. Ребят, посмотрев на координаты, я понимаю, что вам плохо видно, но... Я понял, что какая-то странная доштукенция нас все-таки преследует. Окей, я поставлю плюс. Она работает, я ее не знал. Но я поставлю только 1 балл, потому что, ну, фигня, потому что какая-то. Так, ребят, мы вставляем в чат GPT опять то же самое. Только мы кое-что сюда опять припишем. Только мы в этот раз сюда кое-что припишем. А именно, расскажи, как она работает. Потому что лично я иногда не понимаю, как и должна работать эта команда. Может быть, команда и будет прикольная, но как она работает, да фиг его знает. Ждем GPT. Вот команда, которая создает парящий блок, который взрывается молниями, если ты его коснешься. Как это работает? 1. Falling блок создает парящий стеклянный блок, который не падает, несмотря на природу падающих блоков. 2. Area Effect Cloud добавляется как пассажир и управляет событием касания блока. Этот аура-элемент используется для обнаружения игрока. Если честно, эта команда меня уже удивляет. Поэтому вставляем ее сюда, нажимаем «Всегда активен», чтобы не использовать рычаг. И здесь у нас появился какой-то стекло в падине. Что это за фигня? Ладно, у нас есть еще одна команда, и мы ее сразу установим. Ставим это сюда, это сюда, это сюда.
Вопрос, а как это должно работать? И перейдем в режим выживания. Итак, а как эта штука должна работать? Это просто стекло, что будет, если я сломать? Ничего не происходит. А если... Ё-моё! Что? Спасите! Вода, срочно вода! Вода! Ё-моё, ребят, это что сейчас произошло? Так, ребят, я 100% ставлю плюс, команда работает. 100% ставлю плюс то, что она... Ну, то, что я ее не знал. И давайте поставим где-то балла 4, потому что реально команда прикольная. А она второй раз работать будет? Не надо было проверять. Ладно, ребят, чат GPT меня реально начал удивлять. Ладно, давайте добавим сюда еще что-нибудь, пусть она будет длинной. Ну, как всегда, в принципе. И отправляем чату GPT. Вот большая и сложная команда, которая создаст магический столб огня и молний, который случайно телепортирует игрока, если он подходит слишком близко. Как она работает? 1. Armor Stand. Основной якорь. Он невидим, бессмертен и неподвижен, чтобы все происходило вокруг него. 2. Area Effect Cloud создает эффект частиц пламени в радиусе 3 блока вокруг стойки. При добавлении дополнительной команды ниже, игроки, вошедшие в радиус действия облака, будут случайно телепортированы в другое место. Ребят, я так понимаю, чат GPT решил меня удивить прям по максималке. Поэтому мы ставим сразу 4 командных блока и в них вписываем все 4 команды. И нам остается только поставить... один редстоун блок, чтобы активировать сразу все 4 командных блока. Ставим редстоун блок и... Что? Спасите! Что за фигня? А как оно? А что? Ребят, я ничего не понял, что произошло, поэтому... Это какое-то прям страшное облако на самом деле. И давайте просто станем вот сюда вот. И то есть она нас сразу начинает телепортировать просто вверх. И что-то мне подсказывает, если бы я был бы здесь в выживании, я бы отсюда выбраться не смог, потому что в креативе я выбираюсь только через полет. Давайте попробуем сюда встать и... Так, сразу пытаемся телепортироваться, выбраться как-нибудь, и... Нет, у нас ничего не получилось. У нас отрицательные сердечки. В принципе, эта непонятная фигня работает, я ее не знал, и я, пожалуй, поставлю только 3 балла за то, что она меня удивила. Потому что я больше испугался, чем удивился. Окей, погнали опять в чат GPT, вставляем опять ту же самую надпись и что-то от себя еще разок допишем. Давайте еще раз повторим, то, что это должно быть одной командой. Вот большая и сложная команда, которая создает летающий магический куб, который оставляет за собой след из огня и может стрелять молниями в ближайших существ. Как работает? 1. Создается стойка для брони, которая невидима и не подвержена гравитации. Имитирует куб благодаря надетому красному бетону. 2. Пассажир. Облако эффектов. Используется для создания огненного следа. Помечается тегом Fire Trail, чтобы добавлять визуальные эффекты. Ладно, у нас опять команда, которая состоит из еще больше команд. Ладно, вписываем первую команду. Ладно, нам осталось поставить только один красный редстоун, чтобы создать какой-то магический летающий куб. И что он делает? Один вопрос. Короче, ребят, я тут покопался с этими командами, у меня что-то получилось построить вот такую странную летающую фигню. Был летающий квадрат, стал летающий прямоугольник. Ну, короче, кроме как летать и взрываться, он больше ничего не умеет. Короче, это работает, я этого не знал, но меня особо не удивило, поэтому 2. Короче, мы обратно вернулись в чат, поэтому... Давайте, короче, вот это мы уберем. Если честно, мне хочется убрать вот это, потому что, ну он все равно не выдает это не одной команды, а сразу несколько. Ну ладно, оставляем и что-нибудь сейчас припишем. Нет, приписывать я ничего не буду, потому что я ничего не придумал. Вот. Большая и удивительная команда, которая создает парящий, вращающийся куб, который излучает частицы, наносит урон и вызывает молнии, если кто-то окажется поблизости. Как она работает? 1. Создается стойка для брони, которая невидима, не подвержена гравитации, служит основой для визуализации куба из алмазного блока. Вращается благодаря дальнейшему использованию команд. 2. Облако эффектов. Пассажир стойки обеспечивает радиус действия, зона поражения, блок. Отвечает за красивую анимацию частиц. Основной объект визуально выглядит как магический вращающийся куб, а область вокруг него поражает противников молниями. Окей, опять нам расставлять кучу командных блоков. Осталось поставить только редстоун блок, и, если честно, эта штука, ну, немножко меня пугает, ребят. Кстати, а если я уберу эти командные блоки, это все пропадет? Нет, ребят, это все не пропадает. Давайте мы перейдем просто в режим выживания и подойдем к этой штуке. Ребят, я понял свою ошибку, возвращаем командные блоки. Ребят, походу эта команда победит, потому что смотрите, что происходит. Этот куб буквально меня преследует. И как только я попадаю в его зону, он начинает буквально по мне фигарить молнии. Ё-моё, остановите эту штукенцию непонятную, остановите.
Выглядит очень круто. Ребят, выглядит очень круто. Мне, как по мне, эта команда победит. Так, я сразу ставлю 2 плюсика. Работает им. Я ее не знал. И сразу поставлю 5. Ребят, это что-то с чем-то. За мной прямо сейчас гонялся алмазный блок с какой-то штукенцией. Я хочу еще, ребят. Это офигенная команда. Мы возвращаемся в GPT и дописываем создать что-то новое. Вот команда, которая создает парящий магический артефакт, который вращается, излучает свет, оставляет след из частиц. А если игрок попытается приблизиться, он телепортируется в случайное место, создавая молнию и звук грома. Как она работает? Armor Stand выступает основным ядром артефакта. Имеет блок морской фонарь, который делает его визуально ярким и магическим. Установлен без гравитации, чтобы парить в воздухе. 2 Area Effect Cloud добавляет зону эффекта вокруг артефакта. Генерирует частицы зачарования Enchant, создавая магический ореол. Используется для проверки наличия игроков поблизости. Ребят, я так понимаю, нам придется опять устанавливать кучу командных блоков. Если честно, мне кажется, чат GPT начал страдать одной и той же фигней. Ну, потому что опять эти блоки почти одно и то же. Давайте мы просто ради интереса подойдем к нему, и он нас просто телепортирует наверх. Стоп. Ребят, походу, чат GPT нас немножечко обманул. Ведь здесь написано в разделе «Что происходит?», здесь написано «Игрок случайно телепортируется». А мы телепортируемся типа, ну, просто наверх. Кстати, интересно, а если я перейду в режим выживания, я смогу выжить? О, я живу. Короче, команда работает. Но чисто теоретически эту команду я уже знал. И моя оценка 3. Короче, блядь, давайте мы его попросим создать то, что ты еще не создавал. Потому что он меня немножечко поддостал буквально одним и тем же. Вот уникальная команда, которая создает живой огненный вихрь, который движется случайно, поджигает все вокруг, вызывает молнии и взрывы, если кто-то оказывается рядом. Это сложная и необычная механика в одной команде. Если честно, ребят, мне кажется, что чат GPT нам не экономит, потому что, ну, это опять то же самое. Опять та же самая фигня с Armor Stand'ом и всякое такое. Ну ладно, мы ставим сюда командный блок, вставляем сюда команду и продолжаем дальше вставлять сюда всякие команды. Так, ребят, я это все собрал, осталось только это все активировать. Раз активируем, 2 активируем, 3 активируем. И все должно работать. Так, что это? Что это? Что? Так, ребят, я пока что выберу и сделаю вот так вот, чтобы оно не ломалось. Ребят, если честно, я немножко не понимаю, что происходит. За мной летает какая-то странная непонятная фигня, похожая на НЛО, и сбрасывает на меня кучу динамита. Ребят, если честно, мне частично это напоминает НЛО. Потому что, ну, как вам так сказать? Оно просто за мной летает, пуляется молнией и одновременно сбрасывает динамит. Кстати, мы так можем буквально все что угодно уничтожить. Мы здесь будем немножечко выровнять ландшафт и все такое. Правда, у меня, скорее всего, сейчас комп, мягко говоря, взорвется от такого количества динамита. Она работает, я ее не знал, но она меня удивила, и я поставлю ей 4 балла. Ё-моё. Странные вы какие-то. Фиговина. Короче, ребят, GPT создает, в принципе, все почти одно и то же. Хотя бы немножко ему намекнем, то, что надо сделать персонажа. Вот команда, которая создает уникального персонажа, который парит в воздухе, светится, окружен магическими частицами и атакует игроков молниями, если они приближаются. Как работает команда? 1. Создание персонажа Лорд Света. Используется стойка для брони как основа. Она носит золотую броню и голову игрока. В данном случае ночь можно заменить на любого другого. Невидимость отключена, чтобы персонаж был видим. Он парит в воздухе, но Gravity B, создавая эффект магического существа. 2. Магическая аура. К стойке прикреплено облако частиц, Area Effect Cloud, создающее вокруг него ореол из частиц, End Rod. 3. Название и видимость. Персонаж имеет имя Лорд Света, которое всегда отображается над ним. Активируем. Ты куда полетел? Ладно. Короче, ребят, если честно, чат GPT меня сегодня уже немножко подрастроил, потому что, ну, он меня особо уже не удивляет. Короче, поставим плюсик за то, что она, ну, работает, основа, база. Ставим плюсик за то, что я не знал, то, что он, ну, буквально голову ночью придел, она следит за мной. Ребята, он хотя бы следит за мной. Ладно, ставим плюсик еще один за то, что я не знал. И, ну, типа, удивила она меня, наверное, где-то на 2. Короче, ребят, давайте мы сделаем вот так вот и впишем сюда... да я уж не знаю, что вписать-то ему. Короче, ребят, напишем ему, возьми за основу моба. Может быть, он хоть что-то прикольное в этот раз сделает.
Вот команда, которая создает уникального персонажа, теневой ловец, модифицированного скелета, который парит, окружен мрачной аурой, а при атаке на него телепортируется и вызывает молнии. Как работает команда? Done. Основа скелет. Скелет получает имя теневой ловец и видимое здоровье, 40 единиц вместо стандартных 20. Носит доспехи из кольчужной брони и тыкву на голове, визуальный эффект мрака. Вооружен луком с зачарованием Power 3, чтобы наносить больше урона. 2 так. Способности. Active Effects. Эффект невидимости D14, чтобы видны были только доспехи и... Короче, ребят, я надеюсь, что чат GPT уверен в своих силах, и он сможет меня удивить вот этой странной, на самом деле, командой. Итого, ребят, у нас здесь находится уже 6 командных блоков, поэтому делаем раз, делаем два, и у нас появляется вот такой вот скелет. Я надеюсь, этот скелет уверен в своих силах. И перейдем в режим выживания. Ну, иди сюда. Че он ничего не делает? Ребят, оказывается, я тут пропустил пару команд, и их тут нифига не 6, их тут целых 8. Поэтому давай, удивляй меня. Ребят, ну он буквально ничего не делает. А нафига ты тогда нужен? Я просто хочу кое-что перепроверить тут. Ну вдруг я что-то не так накосячил. Погодите, ребята, а почему тут 8 команд? Ну типа 8 командных блоков. Типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если всего команд 7. Короче, ребят, мое мнение, вот эта вот непонятная фиговина не работает. Ну типа я могу максимум ее прибить. Хотя у нее много единиц здоровья. О, как раз куча предметиков. И неплохой такой лук. Вот ты собака. Дорогие зрители, если вам нравится то, что вы видите, не забудьте подписаться. Это поможет нам создавать еще больше интересного контента для вас. Спасибо за вашу поддержку.